Всем привет! Извиняюсь за качество съемки, потому что планшет у меня вообще ни о чем. Ну что, поменялось сцепление. Скоро выложу нормальные, ну как нормальную, просто небольшую запись об этом. Борджинал. Вот у меня старый выжимной. Люфт. Ну блин, подшипник еще вроде мог бы походить. Ну, в принципе, мог бы походить. Сцепление тоже. Сцепление. Да, заклепок здесь еще нормально, в принципе. Пружинки уже. Ну, все, вот некоторые. Алекс? Забыл, возьму. Давай. Так-то пружинки, в принципе. Еще это. Диск вроде ничего. Не знаю, не разбираюсь. И качество съемки тоже желает оставлять лучшего. Так, собственно, проблема. После замены сцепления, все меня радует. Прокачал самостоятельно. Если кто не знает, то наше сцепление можно самостоятельно прокачать. Понадобится только шланчик и шприц. Об этом чуть-чуть попозже. Так. Смотрите, завожу. Слышно звук. Его прям слышно. Сейчас я нажму сцепление, выжму, и он пропадет. Появился. Выжал. Появился. И все это дело идет. Сейчас покажу откуда. Переживаю, как бы мне это не аукнулось во время эксплуатации автомобиля. А лезть вообще неохота, если честно. Снимать все это дело опять. Проблема таится где-то здесь. Вот щель маховика, вот, если заметно, потряхивает движок от этих движений. Также у меня течет вот этот вот. Я не знаю, что здесь, сальник. Сейчас на свет идет очень сильно. Ну, сальник привода или что там. Треск здесь. Я так полагаю, что либо корзину плохо закрутил, либо что, может, притирается что-то, либо что загнул. Меня это беспокоит. Менять сцепление в первый раз очень сложно, как мне показалось. Потому что разобрать надо практически все для того, чтобы ее хотя бы просто сдвинуть. Я коробку не снимал, я ее сдвигал. Для того, чтобы прокачать сцепление, нам понадобится вот такой вот шприц и шланчик. Шланчик, чтобы мог одеться на патрубок. Ой, на штуцер. И я скину ссылку, как это делается. Там ничего сложного. А с заменой я мучился где-то, не где-то, а точно скажу, с пятницы начал, в воскресенье закончил. Из этого времени с пятницы на субботу я до часу ночи был. С субботы на воскресенье
до 4:30 утра. И в воскресенье уже там поспал. И в 2 или в час приехал все собирать. В общем-то, проблемка есть. Не знаю, может, у кого-то уже возникала такая ситуация после замены сцепления. Не молчите, не проходите мимо. Видео небольшое, поэтому я думаю, не составит труда оценить, послушать. Если слышно, конечно, на видео этот звук. Все, всем спасибо. До новых встреч, до новых записей. Я за вами наблюдаю в ваших БЖ. Вот. Всем удачи.